Всем привет! Это канал «Давайте разбираться» и я, Сергей Будылин. В этой серии мы поговорим про такую вещь, как датчик числа оборотов, который установлен на двигателе, на колоколе двигателя, как он работает, для чего он установлен. В общем, все расскажем про него. В этой серии мы поговорим про датчик вращения маховика, для чего он нам необходим. Если на электронике движения вы увидели ошибку датчика числа оборотов и машина отказывается двигаться вперед-назад в нормальном автоматическом режиме, в первую очередь необходимо проверить датчик вращения маховика. Это применимо практически ко всем моделям Piston Bully. Рассматривать будем на примере стареньких машин, таких как Piston Bully 240, 260, 280, которые с двигателем Cummins, а также Piston Bully 100, 200, 300 с двигателем Mercedes. Piston Bully 300 с двигателем Detroit также относится к этой части. Итак, откуда же электроника получает сигнал, с какой скоростью вращается двигатель? Эти данные она берет с датчика вращения маховика. Сам датчик установлен на кожухе маховика. В простонародье его еще называют колокол маховика. Если мы говорим про старенькие двигатели, такие как Cummins или Detroit дизель, то этот датчик у нас вкручивается, контрагается, настраивается. Если мы говорим про двигатели Mercedes и такие машины, как Piston Bully 100, 200, 300, то там не требуется настройка датчиков, датчик просто устанавливается в кожух и фиксируется там на уплотнителе. Сам датчик очень напоминает датчик вращения колеса системы ABS от любого легкового автомобиля. Датчик достаточно простой, состоит он из постоянного магнита, электромагнитной катушки, железного сердечника, импульсного ротора, который установлен в нашем случае на маховике, а также воздушный зазор. Забегая вперед, скажу, что воздушный зазор в нашем случае должен составлять 1-1,5 мм. Принцип действия датчика вращения маховика тоже достаточно прост. Когда двигатель остановлен, маховик находится в покое, катушка датчика окружена только постоянным магнитным полем, поэтому в ней, а также на выходе датчика, ток отсутствует. При вращении маховика мимо чувствительного элемента проходят зубцы задающего диска, которые находятся на маховике. При каждом приближении зубца к сердечнику катушки окружающее ее магнитное поле несколько возрастает, а затем плавно убывает. Это приводит к формированию переменного магнитного поля. Вследствие эффекта электромагнитной индукции в катушке формируется переменный ток. Он и используется для измерения скорости вращения маховика. В чем же особенности этого датчика и почему электроника перестает видеть сигнал с него? Как правило, самые яркие причины проблемы или самые простые проблемы две. Первое. Отошли контакты от датчика, окислились контакты, слетели от вибрации. Это первый момент. Второй момент. Так как внутри датчика находится постоянный магнит, он притягивает металлические частицы. Сейчас вы видите, демонтируем датчик, на нем находится небольшое количество металлической пыли, металлической стружки. И эта металлическая стружка блокирует работу датчика. Датчик больше не видит приближения и удаления каждого зубчика маховика. Вследствие этого электроника не получает сигнал. Для того, чтобы все заработало, нам необходимо демонтировать датчик, очистить его, установить на место. Если это старенькие машины с Cummins либо Detroit дизелем, необходимо настроить воздушный зазор. Увидимся в следующей серии.